Привет, дорогие друзья! С вами Соколова Наталья, ваш проводник в мир шоу-бизнеса. И сегодня у меня целых 3 горячих новости из жизни знаменитостей. Сажитесь поудобнее и поверьте, нам будет что обсудить. Но начну, пожалуй, с певицы Саши Савельевой. Помните эту яркую участницу «Фабрики»? Так вот, ее музыкальная карьера сейчас переживает не лучшие времена. И продюсер Сергей Дворцов прямо заявил, она сдулась и пошла по другой дорожке. А знаете, что это за дорожка? Саша получила образование психолога-консультанта и теперь работает с клиентами. Причем, по ее словам, у нее неплохие результаты. Мелкие проблемы решаются буквально за 1-2 сессии. Я прекрасно чувствую себя в этой роли. И этим горжусь, делится певица. Хотите, расскажу, как она к этому пришла? После рождения сына Леона девушка столкнулась с послеродовой депрессией. Представляете, она кормила ребенка по часам 6 месяцев, чтобы он набирал вес. А потом, когда перестала кормить грудью, в организме что-то произошло. Саша не могла спать ни днем, ни ночью и испытывала тревогу и учащенное сердцебиение. Ей даже пришлось обратиться к психиатру, а потом и к психологу. И вот тогда-то она и поняла, что тоже хочет помогать другим людям. Савельева прошла 1,5-годовалые курсы, а сейчас поступила в институт для получения диплома государственного образца по профессии психолога. Ну а теперь внимание! Обязательно досмотрите до конца. Дальше вы узнаете о причинах продажи роскошных апартаментов певицы Славы, которые, кстати, у нее используют для пикантных случаев. А также я вам расскажу, что сейчас творится в семье Петросяна. Пожалуйста, не переключайтесь. Но вернемся к певческой карьере Савельевой. Продюсер намекнул, что на нее повлияла позиция мужа, известного актера Кирилла Сафонова. Он уже несколько лет живет в Израиле и сохраняет нейтральную позицию по мировым событиям. Саша, как верная жена, сначала уехала туда за ним, но потом вернулась в Россию ради работы. И вот сейчас, со слов Дворцова, она находится в плавающем состоянии. Хотя назвать это состояние плавающим достаточно забавно. Корпоративы у нее остались. На них артистка поет старые хиты «Фабрики» и даже зарабатывает на этом немалые деньги. Ее гонорар начинается от 1,5 миллиона рублей. Представляете? Ну а теперь давайте поговорим о том, что сейчас творится в семье Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова, молодая жена 80-летнего юмориста, наконец-то перестала молчать и высказалась, причем довольно жестко. А знаете, с чего вообще появились эти слухи? Недавно Татьяна со своими детьми Ваганом и Матильдой отправились в 6-дневный речной круиз на 4-палубном теплоходе премиум-класса. А Евгений Ваганович, он остался дома. И тут же поползли разговоры. Круиз, кстати, обошелся семье примерно в 1 миллион рублей. Татьяна не стала на себе экономить и выбрала себе каюту «Делюкс» за 410 тысяч. А детей разместила в номере попроще. В эту стоимость входило эксклюзивное меню с икрой, осетриной и неограниченным количеством вина. Роскошь, да и только. И тут неожиданно появляется близкий друг пары, который сообщил СМИ, что Евгению Вагановичу это все уже порядком надоело. Он якобы больше не намерен терпеть такую расточительность своей молодой жены. Это, между прочим, 2-й роскошный отпуск за месяц. Для круиза семья отметила 80-летие юмориста в усадьбе на Ледниковом озере. А это еще плюс 255 тысяч за 3 суток. Но Татьяна всем этим сплетням положила конец. Она жестко заявила журналистам: не собирайте слухи и не беспокойте народного артиста всякой чепухой. И отказалась от дальнейшей беседы. Молодец, я считаю. Пара живет вместе уже более 5 лет и воспитывает 2 детей. Никакие пересуды им не страшны. Но, как я и обещала, переходим к самой, наверное, пронзительной истории на сегодня. Так вот, речь пойдет о певице Славе, известной по хиту «Одиночество». И он, похоже, оказался для нее пророческим. 45-летняя артистка выставила на продажу роскошную квартиру в элитном жилом комплексе Capital Towers, рядом с Москва-Сити. Всем привет! Сегодня мы снимаем долгожданный обзор квартиры для певицы Славы в Capital Towers. Квартира просто шикарная. Выполнена она в стиле фотостудии, где из окон невероятный вид на гостиницу «Украина». А центром планировки стала круглая кровать, скрытая портьерами. Французские дизайнерские диваны, ковер ручной работы, обилие зеркал и бархата, а еще зеркальный потолок над спальной зоной и душевая из гнутого стекла. Просто сказка, а не квартира. Слава вложила в эту недвижимость не только огромные деньги, но и душу. Делала ее только для себя и своего любимого. Точную цену она не называет, но подчеркивает: продам, но очень дорого. По некоторым данным, речь идет о сумме в 150 миллионов рублей. А знаете, что самое интересное? Просмотр этого великолепия невозможен, только сразу сделка. Как вам такое? Хотите еще купить кота в мешке? Почему же певица решила расстаться со своей квартирой мечты? Слава призналась, раньше хотела любоваться видами, пить вино и заниматься сексом с зеркальным потолком, а теперь все изменилось. Ее близкая подруга Эвелина Блёданс спросила: «А не жалко тебе расставаться с такой красотой?» На что Слава неожиданно ответила:
Сейчас нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Конечно, очень жаль. Особой нужды продавать ее нет, а одиночество заставляет. Чтобы понять, что это боль и одиночество, расскажу предысторию. Весной этого года артистка окончательно рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким. Они были вместе более 20 лет. У них есть общая дочь Антонина, которой сейчас 14. Но, как уже сейчас стало известно, у Данилицкого была еще и вторая семья, а Слава годами закрывала глаза на его измены. А в начале октября певица в слезах вышла на связь в соцсетях. Она рассказала своим поклонникам о неких предательствах самых близких людей. В последнее время мои самые близкие, родные люди делают очень мерзкие, отвратительные и предательские вещи. Они меня просто уже загнали в угол, затоптали. Сейчас Слава заявляет, что живет исключительно для себя. Она может потратить 1 000 000 рублей за одну вечеринку в клубе. Вы же понимаете, за этими словами скрывается огромная боль женщины, которая отдала лучшие годы неверному мужчине. А еще, как выяснилось, столкнулась с предательством близких. Поклонники советуют певице пока не торопиться с продажей, а оставить квартиру дочери и внуку, а пока просто ее сдавать. Но Слава непреклонна. Для нее эта квартира – это напоминание о несбывшихся мечтах, о том, как она хотела быть с любимым человеком, строить с ним совместное будущее. Вот, казалось бы, успешные и богатые, а сталкиваются с теми же проблемами, что и многие из нас. Слава с ее болью, Саша Савельева с ее депрессией, даже семья Петросянов, которым постоянно приходится отбиваться от разных сплетен. Не забывайте ставить лайки, если эти новости были вам интересны, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!